Виктория Фоникс 6. Я могу оценить вкус яичницы, не снеся при этом ни одного яйца. Бернард Шоу. Это к вопросу о критиках. Я говорил, что критики поверхностно судят о картинах, потому что они не художники. И что они стали критиками, потому что не смогли стать художниками. Не хватило пороху. Так вот, Бернард Шоу утверждает, что может оценить вкус яичницы, не снеся ни одного яйца. Понимаете, в чем дело? Есть люди, которые не едят яичницу. Они приходят, я знаю таких, они обходят стороной мясные отделы, например. А если как-то случайно там оказываются, то их просто выворачивает. Речь о том, что блюдо это несъедобно для некоторых людей. Сколько себя помню, я не мог, наверное, никогда всерьез воспринимать какие бы то ни было слова критиков. И сейчас я понимаю, что для меня их просто не существует. Их мнений, суждений. Просто они мне не интересны. Как правило, их слова, какие-то вот высказывания основаны на сравнении с тем, что они уже знают. А художник – это же всегда неведомое, это новаторство. Его не с чем сравнить из, например, того, что ты знаешь уже. Как Рембрандт, живопись которого отрицалась критиками. Импрессионисты. Их же так критиковали, что почитайте в интернете. Там такой разнос был. Потому что был салон, было понятное искусство, а тут совсем непонятное. Цвет появился какой-то неканонический, такой, которого нельзя, не положено, непривычно. Так художник – это и есть за гранью привычного. Он всегда каждую работу свою старается сделать по-новому, перепрыгнуть через самого себя уже вчерашнего, сегодняшнего. Эти критики уничтожали все живое. Уничтожили Бродского, ну и так далее. Это же вы лучше наверняка можете написать, кого они еще там поуничтожали. Что вообще на них обращать внимание? Лучше работать, и здесь ни при чем абсолютно то, что Бернард Шоу не смог ни одного яйца снести, а вкус яичницы, значит, что знал. Ну и что? Ему вкусно, а другому, извините, блеванте, просто от вида этого. Я не знаю, Толстому, например. Он не ел мясо после посещения боен. Ну, бойни такие, где животных тюкают. Он один раз съездил и перестал есть навсегда. Как могут на нас повлиять мнение двух людей, один, который расхваливает мясо, другой, который говорит, что это нет. Ни в коем случае. Вот как? Нам-то что делать? User RH. Здрасте, здрасте. Скажите, пожалуйста, как вы создаете такой рыхлый мазок? У меня он получается только по чистому холсту. На масляный слой уже не получается. Краска гладко стелется и вплавляется, а у вас часто замечаю светлые текстурные мазки по темной основе. Ну и второй вопрос тоже связан. Лариса Егерева. Про холст не поняла. Вы покупаете рулонный холст, рулонный, грунтованный, и подгрунтовываете водоэмульсионкой, подгрунтовую водоэмульсионкой. Или проходитесь по негрунтованному. Нет, грунтованный холст, уже ответил. Так вот, дело все в этом. User RH. Грунтованный водоэмульсионкой холст. Попробуйте на нем писать. Положили мазок, потом еще, и потом будет тянущий так называемый грунт, и будет не вплавляться, стелиться, а будет рыхлый мазок. Плюс. Арестант. А вы когда-нибудь были в Тбилиси? Был в Тбилиси, в совершеннейшем восхищении. Был на блошином рынке, оттуда, естественно, набрал 2 просто баула клетчатых, как такой челночник. Зашел в самолет, естественно, в ручную кладь, потому что кувшины, ну, понимаете, да, блохастый рынок. На меня смотрели стюардессы, как на ненормального. Я все погрузил в ручную кладь, с 2 баулами.
Меня приглашала фирма Mazda, по-моему, да, как художника. Да, Mazda тогда 7-я вышла, и я ездил, очень много рисовал людей на каком-то там большом сборище, значит, ну, продвигали эту модель. Конечно, серные бани. Ради этого стоит приехать в Тбилиси. Там горячие источники, по-моему, 53 градуса. Это естественная температура вот воды, которая не нагревается ничем. Внутри такая вот струится. И построенные бани. Опускаешь ножку туда, то есть ощущение, что ты никогда, ну просто кипяток, никогда дальше. И потихонечку дальше, ну кто не был, рассказывать. Дальше опускаешь до щиколотки. Кажется, уже ноги там нету, она просто раскипятилась. И потом дальше, да, потихонечку, главное, и весь туда заползаешь. Ощущение невероятное. Тела не существует. Рекомендую ради этого только. Ну, а красота вообще небесная. У меня прям мечта поехать в Тбилиси. Ну, надеюсь, что это случится. Поработать там такие, ну, такая во всем красота. Я был еще в художественном, как это называется, институт. Зеркальные залы. Все кругом из мелких зеркал, теряешься в пространстве. Очень красиво, очень здорово. Это было лет, наверное, 8-10 назад, давно уже, по-русски уже там не... Только, значит, ну, такие люди моего среднего возраста, которые еще с тех времен русский знают, а молодежь нет, только английский и грузинский. Друзья, не забывайте ставить закорючки, крестики, нолики, сердечки. Задавайте вопросы, комментируйте, подписывайтесь на канал, если вы еще этого не сделали. User TB. Скажите, где лучше всего продавать живопись в интернете? Ну, ArtNow, например, площадка. Такая одна из первых, имеется в виду в России, да? Так что посмотрите, просто введите в поисковике продаж живописи, да? И посмотрите, какие площадки вам предлагают, ну, какие такие рейтинговые. И размещайте там работы. Я давно на ArtNow зарегистрировался, потом как-то все про это немножечко забыл. А сейчас решил там возобновить значит, выкладку некоторых работ, так что вы можете туда зайти и посмотреть что-то. Ну и на моем сайте, естественно, где все разбито по категориям, по папкам. Есть онлайн-школа живописи. Зайдите и посмотрите там. Может быть, выберете что-то. Там много чего интересного. И сейчас я еще работаю над одним уроком. Он совершенно волшебный будет. Ну, попозже о нем расскажу. Так что, ну, начните с ArtNow. Хорошая площадка, серьезная.
конце ролика будет прямая ссылка на 587-е видео. Рисунок внутри. Я рассказываю и пишу одновременно темперную работу. Счастливо, до скорого!